Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Они планируют, как навредить Джавахиру Барану. Дилан начинает бояться родов. Когда боли Дилана усиливаются, Баран просит немедленно сообщить об этом врачу. Беран испытывает облегчение, когда врач осматривает Дилана и говорит, что беспокоиться ни о чем. Врач говорит вам расслабиться, в ближайшее время мы примем вас на роды. Дилан и Беран одновременно испытывают волнение, страх и радость. Харун и Ясмин вместе ищут платье для Ясмин, и Харун делает небольшие жесты, говоря, что все, что она наденет, будет хорошо смотреться на Ясмин. Берг же слушает их издалека и пытается помешать их разговору, но они не могут. Когда Дилан думает о Баране, когда ему больно, и просит их поднять за тебя тост, Беран говорит: «Даже в этом состоянии ты думаешь обо мне». Когда Дилан говорит: «Ты очень важен и ценен для меня», Дилан внезапно чувствует боль. Когда Беран злится и просит как можно скорее забрать его на роды, Дилан говорит, что это нормально, как шипы розы, но я потерплю это ради сына. Тем временем, когда боль пришла снова, Дилан разозлился на Берана и погнался за ним, говоря: «Не паникуй, не оборачивайся, уйдя из моей головы». Когда Баран уходит, к нему приходит Гуль и говорит, что Баран очень взволнован и в панике. Дилан говорит: «Пусть он остается снаружи, чем дольше я остаюсь здесь, тем больше у меня паники». Когда Баран говорит о перепадах настроения Ферата, Акифа и Дилана снаружи, Акиф говорит: «Это правда, у моей жены начались схватки, я просто не могу насытиться этим». Когда Гуль Дилан снова испытывает боль, она спрашивает, что случилось, что мне делать, чего ты хочешь, и Дилан спрашивает Барана. Когда Баран входит, он замечает Акиф Шаира и идет за ним. Когда к нему приходит Дилан Беран, он говорит, что мне жаль, что я выгнал тебя из комнаты. Беран говорит, что это не имеет значения, и говорит, что понимает его. Затем, когда приходит медсестра и просит вещи ребенка, Баран достает их из сумки и передает им. Волнение Берана и Дилана усиливается, когда медсестра говорит: «Мы скоро придем и подготовим мать», и выходит из комнаты. Хотя Беран любит Дилана, потому что он почти у цели, Дилан говорит, что я хочу поговорить с мамой. Баран дает свой телефон и звонит Дилану с Абихи. Цеврии и Джевдет приходят в ресторан. Харун звонит Джевдету, чтобы произвести расчеты. Пока поэт убегает из больницы, не оглядываясь, Акиф преследует его. В конце концов, он где-то теряет его из виду. Джавахир наблюдает за ними издалека. Это уже вина того, кто злится на Джавахира Шаира и доверяет тебе, но это еще не конец, Баран Карабей и злится. Поскольку господин Кудрет и госпожа Азади не обратились в больницу, им стало любопытно в особняке. Когда Гану Кудрету становится любопытна госпожа Азади, он звонит Ферату и узнает, что Дилан еще не рожала. Затем они хотят собраться и отправиться в больницу. Ферат звонит Джевдету и сообщает ему, что роды Дилана начались. Джевдет потрясен, услышав эту новость. Они немедленно поручают Цеврии и ребенка Ясмин и Харуну и покидают ресторан. Пока Ясмин и Харун любят ребенка, Берг наблюдает за ними издалека. Дилан разговаривает с Гэжой Сабихой, сообщает ей о родах и говорит: «Я не хочу, чтобы ты приходил, не волнуйся, мы втроем придем к тебе». Баран также разговаривает с Джиханом и говорит ему: «Не волнуйся, я пришлю тебе фотографию, как только лев родится». Дилан говорит Барану: «Я кое-что приготовил для тебя, я знаю, что ты будешь очень напуган, когда я буду рожать, как будто я был с тобой». Беран говорит, что я благодарен вам и моему сыну за то, что вы сделали меня отцом. Дилан говорит: «Не волнуйся, мы сразу придем», и целует Барана. Потом приходят врач и медсестра и говорят Барану: «Давай тебя вывезем, мы подготовим мисс Дилан к родам». Баран уходит, чувствуя себя неловко и тревожно. Когда малышка Дилан начинает плакать, Ясмин не знает, что делать.
Пока Берг приходит и говорит: «Давайте включим рокс-музыку», приходит Харун и поет колыбельную, от которой Дилан замолкает, а малыш Дилан замолкает. Господин Джефф Детлер и Кудрет приходят в больницу с баранами и узнают, что роды еще не состоялись. В этот момент Дильшана выводит из палаты рождения. Госпожа Азади говорит: «Вы наш драгоценный человек, не забывайте об этом, да хранит вас Бог сразу». Джевдет и Цеври также передают свои добрые пожелания Дилану. Дилан становится очень эмоциональным и плачет от волнения. Когда Хасан остается один, он входит в кабинет Барана и говорит: «Это твое решение, мой дорогой племянник Баран Коробей». Он садится в свое кресло и говорит: «Мы подошли к концу отведенное тебе время». Он берет со стола свой бейдж и выбрасывает его в мусор. Гизем очень удивлена, увидев Хасана в комнате в таком виде. Хасан дает ей отпор и говорит: «На что ты смотришь, оставь мой кофе и закрой дверь». Харун составляет список недостающих ингредиентов, передает его Берку и просит его прийти за ним. Пока Берг пытается положить деньги в свой бумажник, из его бумажника выпадает фотография Ясмин. Харун берет фотографию и сурово смотрит на лицо Берка. Бэрон идет с Диланом к дверям роддома. Дилан говорит, что мы приедем с сыном, не забудь послушать нашу песню «Я тебя очень люблю». Бэрон говорит, что я тоже тебя люблю, ладно, не забуду, подожду здесь. Бэрон с силой отпускает руку Дилана, и его глаза наполняются слезами. И звучит знаменитая песня нашей пары «Олем Бен». Дилан испытывает сильную боль во время родов. Песня, которую Баран Дилан хочет послушать, это «Я». Бэрон бормочет, слушая, и больше не может сдерживать слезы. После тяжелых родов Дилан начинает плакать от радости, когда видит своего малыша. Бэрон теряет терпение и ждет, пока они выйдут. Потом он начинает задаваться вопросом, почему это заняло так много времени, что-то не так. Все говорят что-то, чтобы его успокоить. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.